Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. У нас сегодня, как водится, пасмурно, но как на улице я не знаю. Так, я уже приготовила завтрак. Каша с фиником, бутерброд, кофе, отдельно молоко, салат, сок. Сейчас я спешу, нужно тут прибраться быстренько, разобрать посуду, параллельно приготовить еды с собой, потому что я сейчас еду к зубному врачу, потом, соответственно, планирую погулять. Ну а поскольку в моей ситуации не очень хорошо пропускать приемы пищи, то придется взять с собой. Кабачки тушатся, гречка варится, но это для собаки. Извините за грязную плиту, вылилась. Так, взяла контейнер, здесь салат. Я даже завтрак не доела, вот салат сюда положила, рыба. Будет контейнер хороший. Так, ну и кабачки положила с гречкой, у собаки взяла. Себе сварить не успела, ну, 2 столовые ложки положила. Я уже вышла из метро Беляева, иду к врачу. Погода оказалась хорошая, достаточно теплая, комфортная. Поэтому, да, думаю, что потом прогулка вполне себе будет приятной. Да и сейчас все тоже будет хорошо. Это уже метро Динамо, я иду к ЦСКА. У врача я провела достаточно много времени, но это все было, в общем-то, позитивно, с пользой. Сейчас погода немножечко так подпортилась, дождик, но в целом нормально. Вот я с зонтиком иду, вот. Тоже с удовольствием гуляю, дышу воздухом. Сейчас вот там буду переходить по переходу. Ну, единственное только, я надеюсь, мне надо будет в парке поесть, я надеюсь, что дождь закончится. Но если нет, я пойду в Ашан, сегодня там скидки, а уже потом. Но тогда тоже немножко расписание сдвинется, что не очень правильно, ну ладно, как бы. Вот он-то и переход. Хороший, кстати, переход. Достаточно чистый, комфортный. Сейчас мне уже по ступенькам легче подниматься и спускаться. Спустя там сколько, 7 дней уже полного выхода из голодания, вполне нормально. Но зонт закрывать не буду. Ну что ж, уже дождь усиливается. Я вот подхожу уже, здесь вот KFC, но я туда заходить, естественно, не буду. Дальше Ашан. Ну и, скорее всего, да, сначала зайду в Ашан, а потом уже пойду гулять. Но мне, в общем-то, особо ничего в Ашане не надо. Может быть, пара товаров, поэтому будет не тяжело. Вот у меня сумка намокла. Я в Ашане. Посмотрите, какая коллекция классная. Я, правда, не люблю всякие национальные мотивы, но, тем не менее, очень необычные. Для тех, кто любит, есть из чего выбрать. И однотонное, и цветное, и тут все абсолютно. И разных форм. Термосалфетки, и круглые, прямоугольные, и в цвет, и прихватки. То есть все тут есть. Посмотрите, какая прелесть. Это металлическая кружка, как походная такая. Очень здорово. А вот и еще одна шикарная коллекция зверячья. Тут принты звериные, всякие зебры, тому подобное. Тоже всего полно. И тигры там, под дерево есть. Вообще потрясающе. Тоже вот кому нравится, у кого есть в Ашане, присмотритесь. Всякие тут, по-моему, полотенчики, еще что-то. Посуды огромное количество. Маски по 25 рублей. Я помню, покупала по 39. Эти маски очень вкусно пахнут, но вместе с тем они я не могу сказать, что они что-то делают. Скорее просто ароматерапия. Ну, 25 рублей. Я уже
Вышла вот с сумочкой с небольшой из Ашана и сейчас прогуливаюсь. Дождика уже нет, но правда, я так предполагаю, смотрю, все скамейки мокрые. Сейчас уже просто гуляю, хожу, я там перекусила. Это был просто шикарный ужин с шикарным видом на свежем воздухе. А вот и сам ужин, кадр потеряшка, поэтому прикрепляю сюда. Прекрасный вид. Но, правда, не присесть, мокро. Ну, а так вы в Инстаграм видели. Перед прогулкой я заходила в Ашан. И, так как был дождик, и сделала некоторые покупки. Особо много мне ничего не надо, но с 9 числа там идут распродажи. Хотя, если честно, я как таковых прям скидок-то и не видела прям. По крайней мере, может быть, те товары, которые меня интересовали, на них не было скидок. Не знаю, вот чего-то такого нереального я не заметила. Вот. Все-таки кое-что я купила из того, что мне было нужно. Во-первых, как вы уже видите, удобное яйцо Грова, 18 натуральных белков, куриные яйца. Я уже как-то брала полностью яйца, то есть и белок, и желток. Там было 12 штук. И у меня это довольно быстро ушло, в том смысле, что мне как раз на выпечку было столько надо. Это реально удобно. Вот. Это же я взяла делать такие омлеты, потому что это как раз-таки то, что нужно, полезно. Здесь, сейчас скажу, белок, тут на 100 грамм продукта 13 грамм белка и углеводов 1 грамм, 52 калории. Поэтому буду как раз таки использовать. Единственное, что я бы предпочла более маленькую упаковку, потому что здесь 500 грамм. И после вскрытия нужно употребить это за 5 дней. 18 яиц за 5 дней, пусть это и белок. И мне бы, честно, вот где-нибудь бы половинку устроило бы, потому что так придется, естественно, после вскрытия, понятное дело, все это употребить как можно быстрее. Ладно. Попробую. Цена была, я уже чек выбросила, все отсканировала. Цена была, по-моему, 88, что ли. Как-то вот так. Потом я взяла один огурец на 14 рублей 79 копеек. Цена за килограмм 79,49. Вот. Много я брать не стала, потому что мне сейчас пока никаких тяжестей таскать нельзя. Еще я взяла молоко Пармалат 1,8%, потому что сейчас все-таки вот я уже начала пить какой там 3-й день кофе. Но я кофе с молоком пить не могу, как вы знаете, не люблю. Но пока это необходимо, поэтому я приноровилась делать глоток молока и делать глоток кофе. И вот так чередовать. Там для желудка как раз все и так смешается, и вреда не будет. А я хотя бы буду чувствовать вкус кофе и, соответственно, беру вот хорошее молоко, которое тоже будет, хотя бы более-менее мне приятно. Я сейчас, вот завтра у меня еще будет порция пытмола, но это, в общем, одно и то же. Там он пожирнее, правда, и со вкусом карамельки, но без сахара, без всего, тоже с хорошим составом. А это вот уже 1,8, не так жирно. То-то я брала просто, на пробу, все дела. Пополнила запасы мешков для мусора. Сейчас они у меня стали уходить еще быстрее, потому что я вообще туда мусор складываю, но тут небольшой пакет, я потом это завязываю, кидаю в большой пакет, и утром выношу и за день, в общем, вот так вот. Дело удобное, там 7 рублей с копейками за 20 штук, а мешки на 10 литров. То есть они какие-то супер тяжести не выдерживают, наверное, но я, в общем, и никаких тяжестей туда не складываю.
Еще я приобрела сыр. Но сыр я приобрела с 40% скидкой. Здесь кусочек, сейчас скажу, 161 грамм. Цена была без скидки 118 рублей 33 копейки, а со скидкой 40% я заплатила 71 рубль, там, может быть, тоже с какими-то копейками. Очень выгодно, в общем, так многие берут этот сыр, ну, вообще там продукты, поэтому прекрасно. Вообще я беру в Ашане 200 грамм за 99 рублей, российский новый сыр, он мне как бы нравится. Но я подумала, раз есть этот на скидке, почему бы и нет, хотя надо, конечно, еще состав сравнить, но я не думаю, что там как бы сильно велика разница. А еще у меня была одна покупка, ну не одна покупка, а такая ощутимая канцелярия, но я ее покажу в хобби-влоге. Может быть, этот уже хобби-влог уже выйдет, посмотрим. Ну, как получится. Короче, вот. Опробовала я, наконец, оплату телефоном за проезд в метро. Очень удобно. Ну, нет, есть, конечно, некоторые неудобства. Но что мне понравилось, это цена. 26 рублей там вместо 44. Это очень здорово, потому что на 88 рублей туда-сюда съездить. Но я считаю, что это как бы завышенная цена. Пусть даже как бы и говорят, что в других странах метро дороже. Но знаете, там как бы у людей заработок гораздо больше. А для нас это все-таки, для большинства людей, это весьма ощутимо. Особенно я сочувствую тем, кто ездит часто. Хотя кто-то, может, там берет и единый и тому подобное. Ну, как-то так. В общем, 26 рублей – это цена вообще замечательная. Из неудобств только то, что вот я, допустим, завела там карточку МИР, положила туда, грубо говоря, 100 рублей, заплатила за проезд, они должны как бы списаться, и потом сразу возвращается кэшбэк обратно на карту. В общем-то, так оно и происходит, но только это происходит не сразу, а часов через 4-5. И я обратно проехала, и я на карте вижу все равно там, допустим, уже я видела 74 рубля, по-моему, второй раз оплатила, и я, когда мне нужно было третий раз оплатить, я видела все те же 74 рубля, и мне еще, я думаю, там сколько денег мне пришлось считать, короче, мне пришлось еще класть. Это как бы не проблема, но тем не менее, да, хорошо, если бы это все списывалось моментально. И второе неудобство, что я заметила, я первый раз оплатила, вошла в метро, села, пользовалась своим интернетом. Потом мой интернет между станциями перестал брать, и мне пришлось подключиться к бесплатному Wi-Fi. Как только я к нему подключилась, мне Мирпэй выдал информацию, что для безопасности мою карту удалили, и все дела. И в итоге мне пришлось перезагружать телефон, удалять Мирпэй, потом устанавливать, снова загружать карту. Вот. И, соответственно, как я понимаю, лучше к Wi-Fi не подключаться. Возможно, это какая-то у них временная ошибка, но это не совсем удобно. Но в любом случае я это буду терпеть, потому что, ну, как бы 26 рублей лучше, чем 44, хотя, когда вы оплачиваете телефоном, сначала 46 списывается, вот. Такие, в общем, дела. Ну и я ездила лечить зубы, ну, в общем-то, там вообще все позитивненько, замечательно, просто отлично. Потому что, ну, не знаю, как бы я сказала, что без анестезии, чтобы по возможности, ну, слава богу, это все было можно делать. Ну, потом, правда, придется еще приехать. Но я, кстати, думала, что ситуация это гораздо хуже, а на деле все, в общем-то, вполне адекватно. Ну, я как-то так, у меня и настроение вообще как бы поднялось. Мне вот сейчас вот эта вот позитивная волна, она мне нужна. Когда на меня кто-то начинает что-то требовать, давить меня, это меня прям раздражает, это, честно говоря. Вот, ну что ж, это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось,
Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю вас за просмотр. Желаю вам здоровья, настроения, вдохновения во всем. До скорой встречи. Всем пока-пока.